Вообще меня будущее пугает. То самый главный перформ — сделать то, чего не было. Этот человек сильно влияет на дизайн-индустрию, но почему-то каждый раз негативно. Стекло классно, а зачем? Дизайн — это как бы такая функция от того, что происходит в обществе. Что ты посоветуешь джунам? Делай больше, ничего не ожидай. В каждом из нас заложен талант и заложено вот это вот желание проявить себя. Люди не думают о тебе. Всем привет, меня зовут Саша Устинов. Мы сегодня записываем второй эпизод второго сезона дизайн-подкаста. Я фаундер дизайн-агентства Digital Production Beers Brothers. Мы сейчас находимся в Нови Саде, это город в Сербии. Здесь и в Белграде проходят дизайн-митапы, и еще мы пишем дизайн-подкасты про дизайн. Сегодня у нас в гостях Лена Сахарова, это независимый творческий руководитель, который занимается дизайном в широком смысле этого слова, но она сейчас сама про себя расскажет. Я думаю, подробнее будет понятно, что она делает. Давай начну, наверное, с того, что делаю сегодня. Сегодня я как арт-директор работаю с 2 агентствами, и помимо этого работаю как независимый дизайнер, как некое третье лицо, которое привлекают либо для создания каких-то концепций, либо для третьего мнения относительно каких-то решений внутри компаний. До этого 2 года мы командой строили звук, и мне кажется, у нас неплохо получилось. И до этого я больше работала с такими инди-компаниями, ребятами, скорее такими киберпанками, которые очень заморочены на конфиденциальности, и которым важно то, где хранятся их данные, как они вообще путешествуют по сети и так далее. И вот какое-то время я делала продукт AnyType. Классный продукт, всем рекомендуем пользоваться. Но и сейчас, в данный момент, я перестала делить коммуникационный дизайн и продуктовый. Для меня теперь это какая-то некая одна вещь, которую мы развиваем. То есть вот у нас есть бизнес, у бизнеса есть какой-то продукт, и мы не можем его делить на то, что вот здесь вот мы думаем только о том, какую одежду человек наденет, а вот здесь вот мы проектируем человека, потому что у каждого человека есть свой характер, и одному там условно подойдет галстук-бабочка, а другому нет. И когда у вас 2 команды, одни шьют, а другие там кровеносную систему проектируют и характером каким-то наделяют своим, то, конечно же, костюмчик будет сидеть не по размеру. Вот. И поэтому и не получается коммуникационный дизайн приложить к продуктовому, ему просто там нету места. Вот. Но, опять же, если бы каждый продуктовый дизайнер думал о своем экране, над которым он работает, как над брендом, то у нас было бы больше разнообразных, интересных продуктов, вот, но и не таких унифицированных. Однотипных? Да. Слушай, это требование бизнеса отчасти, мне кажется, тоже, да. Слушай, интересно, я вот с тобой, с одной стороны, соглашусь, с другой стороны, не соглашусь. Вот. Но перед этим я хочу тебя еще спросить. Скажи, вот ты пришла к этому сейчас своему состоянию как? То есть у тебя был опыт работы в каких-то студиях или работы в продуктах, да? Скорее в продуктах, да. То есть ты бы работала в продуктах, да? В найме внутри? У меня был опыт работы в продуктах. То есть, например, там условно, когда я работала над AnyType, мы о каком-то брендинге и архетипе бренда, конечно же, не думали. У нас был продукт, и вот он уже с тобой говорил. Он уже говорил, какой он был абсолютно самодостаточный. Ему не нужна была обертка. Потом я, например, работала с британским стартапом, где как раз изначально ребята пришли с тем, что вот есть сервис по подбору персонала, надо бы там разложить хороший флоу и какой-то лендинг собрать, и в итоге я собрала полностью некую такую систему ценностей этой компании, систему визуального языка, вот, которой очень легко было пользоваться. То есть сразу эти же... то есть я тогда для себя поставила такой челлендж, что, почему так? Вот ты заходишь на сайт,
какой-нибудь, ну, очень яркий пример, ManyChat, пусть ребята не обижаются на меня. Давай. Но вот я очень их люблю, вот, но тем не менее, ты заходишь на сайт ManyChat, все очень красиво, все очень классно. Там Дима Бертолуччи очень постарался в иллюстрациях, в идентике, сочно. Если ты увидишь там их баннер, он еще более кричащий. Да, я понимаю, что как бы, когда мы во внешней среде, нам надо кричать громче о себе. Но затем ты начинаешь пользоваться самим продуктом, а там все, там ничего этого нету, там все очень унифицировано, все очень чистенько, потому что как бы, а вот здесь вот мы как будто бы о себе не должны говорить, а здесь вот все, мы тебя привлекли, и дальше нам не надо тебя продавать, но на самом деле человек-то воспринимает как бы все целиком, полностью. У Яндекса это классно получается. Я вижу рекламу Яндекса, я захожу на сайт Яндекса, я скачиваю приложение, у меня уровень напряжения визуальный один. Вот. Это, ну, вот ты сейчас уже начала пример приводить, я как раз хотел спросить, какие продукты такие, да, Airbnb, наверное, такой же, да, или нет, по-твоему? Ну, Airbnb классные, да, но они очень как раз пошли больше в сторону бренд-интерфейса. Может, они специально это сделали как раз? Да, и, ну, у них Мне вообще... кажется, осознанный такой просто шаг. То есть они немножко так встряхнули, да, свое восприятие на рынке таким образом. Да, ну то есть скорее, когда ты думаешь про Airbnb, ты вспоминаешь их интерфейс, нежели Да. их рекламу. Да, вот. конечно, конечно. Но у них еще очень классно, блин, я, честно говоря, была в восторге от их презентации. Когда они новый стиль выкатили? Да, новый стиль. Мне скорее очень понравилось то, как они про это рассказывали. И когда я потом сравнивала это с Apple, я думаю, черт возьми, но как бы вот одни делают бизнес, ну как бы коммерцию. Apple, да-да-да. А другие пытаются сделать что-то для людей. Что-то новое. Даже не то, что новое. Просто приятное. Нет, смотри, там у этого Брайана Чески, у него весь сторителлинг строился через сценарии, пользовательские сценарии, типа. Я просто не смотрел. Да. Ты не смотрел? Ну, в общем, он очень классно рассказывал про каждую фичу в продукте, как она появилась, через то, что там какая-то Джейн приезжает. Ну это сторителлинг, потому что я смотрел презентацию Apple как раз наоборот. Я Apple смотрел, как они рассказывали про то, как они к этому пришли, как это все используется. Она такая очень техническая. Да. То есть там много технических подробностей, каких-то еще деталей. Да. Вот, мало вот этого сторителлинга через истории людей. Да, ну то есть Apple рассказывает про то, что вот мы сделали стекло, да. Зачем? Почему? И ты постоянно натыкаешься в сети на вот эти вопросы. Окей, стекло классно, а зачем? А ты не помнишь, кстати, как про изменение дизайна интерфейса рассказывал Джонни Айв, когда они выкатили вот эту версию новую, помнишь, интерфейс, когда ушли от скеоморфизма и сделали вот суперкислоту, вот эту свою плоскую. Как они про это говорили? Потому что это же, помню, это было как раз, срыв всех шаблонов. То есть, босс мой, все такое цветное, такое яркое, такое. Или они просто, может быть, это в стиле Apple, просто я имею в виду, что вот мы так думаем. И типа принимайте это. Да, это наше офигенное авторское видение. Безусловно так. Просто сегодня так не работает уже. Уже изменилось. Уже этого недостаточно, да. И мы с тобой плавно подходим к теме эмоционального дизайна. И как раз мы затронули Apple. И я еще одного человека затрону, Дона Нормана, который работал в Apple, и который написал как раз книгу «Дизайн как функция», которая сильно повлияла вообще на дизайн-индустрию. Надо сказать, что этот человек сильно влияет на дизайн-индустрию, но почему-то каждый раз негативно, хотя цели у него благие. И книгу «Дизайн как функция» он написал в 1988 году. Тогда надо понимать, что интернет только зарождался, и очень многие решения диктовались разработчиками. Ну, то есть, вот, если у разработчика есть разметка контента, то, значит, у пользователя на его стороне она тоже будет, и ты сможешь отредактировать каждое поле отдельно, ну, например, в своем профиле. А если нету разметки контента, будешь как бы редактировать все. Вот, и Дон Норман этой книгой пытался заставить дизайнеров задуматься о том,
что они могут привнести в интерфейсы. Ну, то есть, что они тоже могут диктовать, а как оно может быть. Потому что, ну, и в данном случае выступать голосом пользователя. Выступать голосом пользователя или выступать голосом себя? Пользователя. Ну, то есть думать о том, а Мгм. как будет удобно пользователю. Окей. Потому что это же про дизайн как функция. Да, то да, есть, да, что... да, да. И он там приводил в пример там, дверную ручку и так далее, что, ну, как бы, если бы не было таких людей, которые бы подумали, как открывать дверь, у нас была бы только дверь. Ну, Вот. это вот спорный вообще момент, эволюция вот таких вещей, как там, не знаю, там ручка или там топорище. Мне кажется, оно эволюционно, как-то эволюционно шло. Мне такое есть ощущение. Понятно, что на самом деле понятно, что за каждым предметом, скорее всего, стоит какой-то человек, просто мы его не знаем, да? Вот. Но там классный естественный отбор произошел вот в этих всех вещах, да? Потому что если даже ручку мы возьмем, ты же знаешь, там есть ручки, да? Есть ручка, которую там мы тянем, есть вот эти колотушки, есть там круглая, которую надо обхватить, то есть это совершенно разные все сценарии. Вот. Есть вот это вдавленное, которое надо в бок сдвигать, ну вот условно. Знаешь, вот ты сейчас классную тему затронула, вообще насколько дизайнер должен выходить немножко за пределы постановки от бизнеса. Насколько он как бы может на себя взять какую-то ответственность. Я поясню, что имею в виду. Понятие дизайна, ну, как бы оно возникло, ну, условно там, да, когда промышленная революция началась. Вот. То есть, ну, почему-то люди думают, что до этого дизайна не было. Но если мы посмотрим миллион вещей, там, знаешь, вот эту историю спичечного коробка, да, что это же там люди проводили миллион тестов, придумали вот эту полоску сбоку. Ну, наверняка ты это все Да. Вот. Или там чувак, который придумал контейнеры вот эти делать морские, да, то есть вот это же один человек, который придумал, что до этого, это было в 60-х годах, он придумал, а давайте мы будем, создадим полностью, перевернем всю индустрию перевозок, придумаем вот этот контейнер, который можно привезти на машине, потом погрузить на корабль, потом еще куда-то. То есть это один человек, который просто вот в 60-х годах придумал такую концепцию. Ну, это же дизайн, на самом деле. Да. Это дизайн упаковки, ну, по сути. Да, и сервисный дизайн. И сервисный дизайн, да, он придумал, перепридумал индустрию, да. Вот, но он думал с точки зрения как бы как раз вот выйти за рамки, да, выйти за что-то новое. И, во-первых, у дизайнеров есть возможность для этого, а во-вторых, насколько это действительно нужно. Ну, вот, пытаться переосмыслить что-то. Или есть другой подход, вот почему я тогда сказал, что соглашусь и не соглашусь. Есть другой подход от бизнеса. Мы смотрим на метрики какие-то, что-то потихонечку уменьшаем, потому что у нас есть огромный легаси в продукте, миллион людей там пользуются нашим продуктом. Если мы что-то изменим, там что-то отвалится и так далее и тому подобное. Вот, вот эта история, да, она, думаешь, что... насколько это сейчас вообще жизнеспособно пытаться что-то прям перевернуть? Ну, а ты думаешь, что бизнесу не нужны трансцендентные идеи? Конечно, нужны. Нужны, с одной стороны. С другой стороны, ну, там, есть сложившаяся сейчас определенная иерархия в продуктах, да, ну, там, в принципе, и в компаниях. Есть там бизнес, есть там кто-то отвечает, какой-то бренд-менеджер, бренд-директор, есть там кто отвечает за развитие продукта, и вот эта цепочка иерархии, она приводит в конце концов к тому, что все чуть-чуть, каждый делает свою функцию, да, никто не, ну, там, бывает, что никто не смотрит широко, а дизайнер внутри этой функции что-то там делает. Ну да, а еще есть команда R&D. Да. Вот. Не во всех продуктах. Да, не во всех продуктах, но я думаю, что скоро это будет уже такая гигиена, что это будет везде. И эта команда как раз как бы про эксперименты и про то, чтобы искать вот такие идеи и двигать продукт. То есть не сидеть и не вытачивать одну какую-то маленькую деталь, а как бы строить большие концепции. Как я это вижу? Я вижу, что то есть, ну, некий путь дизайнера, да, что вот дизайнер, который сидит и занимается каким-то одним экраном, вот он в стриме, да, и кажется, что, ну, он просто винтик. На самом деле это не так, но если дизайнер предлагает какие-то небольшие, ну, все время инициативен и предлагает какие-то небольшие изменения, которые он видит, что можно сделать, так или иначе, эти изменения все равно в продукте, ну, они завозятся. Очень удобно сидеть и говорить, что продукты говорят, что, короче, это сложно будет сделать, пользователям это не нужно, вот мы провели исследование, проведите еще. Ну, как бы, посмотрите еще над каким-то под другим углом. А еще дизайнеры почему-то боятся делать много вариантов. Вот у нас в Звуте было требование к дизайнеру, что ты приносишь на одну задачу как минимум 3 решения. И
А задача могла состоять в том, что надо было показать, как в поисковой строке будет выглядеть suggest. Вот. Да, там можно хоть 10 вариантов принести. А если ты еще сильнее подумаешь, ты еще подумаешь, как это вообще можно. Это может эффектить на весь продукт. Я помню вот про несколько вариантов, две версии мнений. Кто-то мне говорил про то, что здорово, когда ребята приходят в продукт из студии, вот есть у них вот эта привычка делать несколько вариантов, и это круто. Потому что ребята в продуктах часто у них есть другая точка зрения. Они говорят, я же уже потратил много времени, я продумал, отбросил все возможные варианты, это самый лучший. Я пришел к вам с решением. Я прям не буду фамилии говорить, но я общался с одним парнем, классный продуктовый дизайнер, вот он прям это транслирует, что если от меня просят несколько вариантов, вообще работать не буду в такой компании. Я уже подумал, я пришел, у меня есть классная идея, одна, я над ней долго думал, она работает. Но это печально, потому что человек ставит во главу угла свое мнение, по сути. Да, потому что когда... Нет, он-то говорит, что это не мнение, что это он внутри провел большую работу, да, чтобы выйти на этот результат. Да, хорошо, он провел большую работу. А где сотворчество? Он один работает или он работает в команде? Вот. Хорошо, даже если убрать тему сотворчества, он настолько уверен в своей идее, он ее, предположим, он общался с пользователями, он это все протестировал, он общался с пользователями один на один, это плохая история, потому что в исследованиях всегда на интервью берутся 2 человека, потому что нужно, чтобы интерпретация результатов была не субъективная, она должна быть объективная. А тут получается, что он дает вот это лучшее решение, которое субъективно на самом деле. И, то есть, как я это кстати, вижу... на бизнес-переговорах больших такая же история. То есть всегда на противоположных сторонах стола сидит несколько переговорщиков, и после каждой сессии переговоров они идут и сверяют, кто как услышал другую сторону, потому что цена ошибки высока, можно просто неправильно понять что-то. То есть везде, где важно что-то понять правильно, надо несколько, чтобы человек смотрел, да, это такая история. И мне кажется, что дизайнер должен делать вариант для себя, для арт-директора и для бизнеса, или какой-то еще альтернативный, который вообще там может быть какой-то отбитый. Это позволяет нам размышлять, думать глубже, потому что чем глупый человек отличается от умного, тем, что глупый раньше заканчивает думать. Вот все. Да, и я вижу этот путь, что если дизайнер все время проактивен, если он все время приносит какие-то идеи, то потом, когда этот отдел R&D соберется, именно такого человека в него возьмут, потому что они знают, что этот парень или девчонка широко мыслит, она там и туда сходит, и сюда сходит, и это принесет. То есть это верх развития дизайнера, в твоем понимании, перейти в отдел R&D, да? Да, мне кажется, что, но опять же, если мы берем именно такой прикладной дизайн, то есть как мне сделать разного рода ручки для дверей, да, то тогда мне кажется, что это путь в R&D, да, то есть мы сейчас не берем менеджмент. Скажи, пожалуйста, а в каких современных продуктах, как ты думаешь, есть хороший баланс между как раз мышлением о метрике, которое опирается чисто на метрики, и мышлением, которое опирается на то, что новые идеи, которые возникают, мы их там инкорпорируем и внедряем. Слушай, мне сложно судить извне. Я скажу, что в Звуте у нас, безусловно, был такой процесс, что дизайн-директор был на борде, он имел право вето и право слова, и, следовательно, дизайн-команда понимала, что мы можем нести какой-то импакт в бизнес прям значительный. Во-вторых, у нас сформировался такой негласный отдел R&D, и мы все время что-то искали, что-то пробовали, но и в целом мы жили в такое, я это называю, симультанное время, то есть когда у нас и настоящее, и будущее, и прошлое, и они двигаются одновременно, потому что у нас есть разработчики, которые в прошлом, то, что они разрабатывают, по сути, для нас это уже прошлое. Дизайнеры, которые в настоящем, и есть
вот я как арт-директор, там есть дизайн-директор, есть, мы работали с агентством Charmer, и мы вот думаем про будущее. То есть в конце 23 года мы уже думали о том, а как мы должны выглядеть в 25-м. Как Вот. автомобильные дизайнеры делают концепты, которые через там 5 лет будут в производство запускаться. Да. Я вообще не понимаю, как они это делают, честно говоря. Как они предугадывают вижен, который через 5 лет станет модным. Это прям классно. Ну, да, это вот как раз классическая история, что вот в том же автомобильном дизайне у них есть R&D-центр, они занимаются как раз поиском, исследованием и предугадыванием будущего. Да-да-да, это называется, боже мой, предсказательная аналитика. Да. То есть, когда ты как бы на базе открытых данных анализируешь, куда движется социум и что будет ими востребовано в будущем. Ну и плюс, это вот выше, это да, мы сейчас так ушли совсем вот в высший пилотаж в этой индустрии. Понятно, что как бы большинство дизайнеров занимается другой работой. Да, то есть оно занимается там либо какими-то вот понятными историями, которые надо сделать, либо они живут в какой-то рутине, либо еще что-то. Что ты посоветуешь ребятам для того, чтобы встряхиваться вот от повседневности, от такой дизайн-рутины? Перестать воспринимать это рутиной. Ну, то есть вот приходит к тебе задача. Как? Вот они говорят, у меня есть таски, я их типа делаю. Да, но на эти таски можно по-разному посмотреть. Ну, то есть, хорошо, вот приходит к тебе задача, я не знаю, ну, любую назови, не знаю, что нужно сделать, знаешь, селектор на множественное действие. Ну, кажется, какая-то дурацкая задача, ну, понятно, везде чекбоксы сейчас расставлю, там будет кнопка, и вот, ну, типа, и так мы удаляем. А можно же как бы подойти к этому так, что подумать об этом как о собственном саморазвитии. Там, условно, вот интересен тебе там motion дизайн, или там в Райве ты давно что-то хотел сделать. Ну так возьми, сделай микроанимации в Райве. Нравятся тебе виброотклики? Ну поди разберись, какие виброотклики есть там в Swift UI, сделай в дизайн-системе компонент, которым будет пользоваться вся команда, и везде будут накидывать эти виброотклики. Это ты говоришь о том, что дизайнер должен сделать чуть-чуть больше, чем от него требуют, на самом деле. Да, но только при собственном желании. При собственном желании, да. Чем больше, чем от него требуют, и тогда будет развитие. Для него самого. Для него, конечно, самого. То есть, мне кажется, ответ на вопрос, когда люди вот говорят, что у меня там что-то, ну, я там застрял, мне кажется, что надо честно себе ответить, хочешь ли ты развиваться. Потому что если ты хочешь развиваться, надо делать что-то чуть-чуть больше, чем от тебя просто просит бизнес, ну, например. Тогда будет какое-то развитие. У нас в Звуке ребята, например, иногда просто что-то приносили. Парень один сделал логотип звука. Вот просто захотелось ему, да, вот такая у него интенция была. Слушай, это вот мы общались с одним фаундером в продукте, и он прямо, это фаундер сам, он вкидывал такую тему. Он говорит, дизайнеры, вы там что-то постоянно рассказываете про какие-то, ну, условно, про какие-то метрики, еще про что-то. Но самая-то главная экспертиза дизайна в том, что вы можете на синтезе разных подходов из ничего делать что-то новое, того, чего не существовало. Но вы, это его такая негативная была история, но вы почему-то все время про это забываете. Что самый главный перформ – сделать то, чего не было. Придумать что-то, сделать. Вот как ты сказала про логотип, да? То есть чувак взял, просто придумал и сделал. Это круто. Вот. Мы потом, кстати, жетоны с этим логотипом и вот этот драйв, мне кажется, важно не терять, да, то есть не становиться типа как бы бизнесом там, или не становиться этим руководителем, да, вот просто, знаешь, функцией такой. Ну, руководитель, конечно, это... Я все же вижу, что да, есть два типа руководителей. Один тип — это именно менеджер, а другой — лидер. Вот. И мне кажется, что в дизайне лучше выступать как лидер, как человек, который вроде бы с тобой на равных, но при этом ты его уважаешь за его экспертизу, и ты к нему все время тянешься, и он для тебя как такой некий ментор.
Вот это классно, потому что если ты менеджер, тебе сложно будет вдохновлять дизайнеров вот, на то, чтобы ты должен все-таки им вижен давать. Вот, поэтому тут не просто функция. Ну да, вот, я имел в виду, по-разному. да, я дополнил мысль свою, я имел в виду, что как бы за вот этими встречами, переговорами, управлениями командой не терять вкус к дизайну, да, вот это вот, наверное, больше мысль, которая звучала у моего фаундера знакомого. Привет, Паша. Потом посмотришь это видео. Я даже знаю, какой Паша. Ну, наверное, не знаю, может быть. Но он так забавно, он тогда на одном из метапов как раз выступал, и вот это вот прям вбросил, это была хорошая очень история, да. Как ты думаешь, вот смотри, возможно ли сейчас что-то действительно в дизайне новое, какая-то новый подход, как там Баухаус в свое время сделал, да, или там как после там Второй мировой войны, там что произошло там с дизайном, да, в целом, ну, во всех сферах, и начиная там с архитектуры, заканчивая там графическим дизайном. Вот ты как думаешь, есть ли сейчас возможность какого-то прям нового витка развития, или будет вот это постепенное улучшение, там иконки поменялись, там сделали что-то другое? Но вот смотри. Революция какая-то может произойти? Ну вот пытались завести какой-то брутализм и метамодернизм относительно того, что вот теперь сайты не должны с тобой заигрывать, ты берешь один шрифт, ты даже не меняешь у него кегль, все набираешь одним кеглем. Он простой, он честный, он чистый, он просто доносит до тебя информацию. Но оно массовым не стало. Как бы да. Сейчас, наоборот, качнулось, мне кажется, сильнее. Да, вот снова в то, что должно быть визуальным, да. Да. Сейчас обратно. А что ты думаешь про то, что вот все-таки такое развитие, дизайн, изменения, возможно, когда поменяется фактор устройств? Ну, то есть, вот та же Джонни Айв там с OpenAI там пытаются, ну, там говорят, что мы сейчас там придумаем совершенно новый формат пользовательских устройств, да? Вот, может что-то с этим произойти? Как ты думаешь? У меня есть гипотеза одна. Ну, сейчас ты сначала скажи, потом я подумаю. Вообще меня будущее пугает. Да, серьезно? Вот, да. Поговорим об этом. Может ли это повлиять как-то на дизайн и то, каким он будет? Безусловно. То есть мне вообще кажется, что в будущем дизайн это будет больше мыслительный процесс, нежели вот именно соревнования в какой-то красоте. То есть если даже... Это скорее соревнования в ощущениях, которые человек будет получать от твоего продукта, потому что будет все больше интерфейсов, которые управляются голосом или жестом. Или они автоматически создаются в зависимости от сценария. Да, или они автоматически создаются. Ну, то есть я думаю, что как таковая эстетика вот этого цифрового дизайна, она скорее всего станет утилитарной. Но опять же, все зависит от того, куда нас дальше качнет. Потому что если все-таки люди смогут как-то контролировать свое цифровое время, которое они тратят, и знаешь, это как типа фастфуд. Да. Вот у тебя там есть фастфуд, а есть здоровая пища. Вот. И как бы от фастфуда ты понимаешь, что ты поправляешься, здоровье твое становится все хуже, но ты все равно его ешь, потому что вкусно. Вот. Но при этом как бы все равно выбираешь здоровую пищу. Вот сейчас же вообще тренд у этих зумеров на то, что... На аналог. Да, они как раз пытаются себя вытащить оттуда, потому что вот эта вот идея нахождения своего типа себя, своего идеального я, вот себя того самого истинного, она как раз и заставляет нас все время в себе сомневаться, сидеть в социальных сетях, сравнивать себя с кем-то, там, развивать шопоголизм и так далее. Вот, потому что это все от внутреннего неустройства. Но как только ты от этого избавляешься, ты такой, блин, а у меня вот жизнь, и она классная, и я ее начинаю чувствовать. Пойду сниму на пленку. Вот, ну, там, я не знаю, тут даже дело не в том, что аналогом ты пользуешься или нет, может быть, у тебя там и цифровой фотоаппарат, или ты можешь снимать на телефон, это не важно, просто скорее, что это все шум,
и как это, технофеодалы, как их называют, вот, все эти Амазоны, Apple и так далее, вот, то есть это все шум, который тебе мешает, на самом деле, просто жить свою жизнь, без вот этого поиска себя. Потому что, ну, наши родители не задумывались о том, кто я, почему я живу, а что я тут делаю. Они как бы жили в моменте и получали от этого удовольствие. Если им что-то было интересно, ну вот у меня папа, например, занимался цигуном. Мгм. Вот. Не потому, что это там модно было или еще Просто что-то. ему Ему нравилось. нравилось, да. Он там прочитал целый том по хиромантии. Зачем ему это надо было? Непонятно. Он никому никогда в жизни по руке не То гадал. есть маятник, ты думаешь, потихоньку вот качнется, да, обратно от вот этой постоянной тревожности и думания о том, как я выгляжу в социальных сетях, с кем я там общаюсь, что я купил и ношу, вот качнется как бы в спокойное Ну, восприятие, вот в наслаждение жизнью. я не верю в это, но мне бы Хотелось, очень да? хотелось бы, чтобы так было, да. И просто если будет так, Мгм. то, конечно же, тогда вот интерфейсы, которые есть в наших телефонах, их выместят различные устройства там с AI-помощником, да, который там Которые везде действительно тебе помогают, ну, да, а они скармливают тебе рекламу, да, рекламу, да. да, вот. Вот. То есть вот они там везде с тобой, но там от них другая Там проблема. другая проблема Вот, может быть, да. да. Но тем не менее, как бы. Интересно, знаешь, мне кажется, что дизайн это как бы такая, ну, функция от того, что происходит в обществе во многом. Мгм. И вот если посмотреть на историю дизайна, ну и в целом как бы искусства, например, там прикладного искусства, например, хотя все искусство можно сказать, что прикладное, но неважно, вот, то видно прямо этапы, как вот меняется общество и меняется восприятие красивого, меняется восприятие правильного, удобного, неудобного, правильного, неправильного. Мгм. Мгм. То есть это прям несколько таких, знаешь, в архитектуре можно это прям хорошо увидеть, да, там возникла готика, потом там следующий там этап возрождения и так далее. Мгм. И оно прям, то есть те же самые, может быть, даже люди начинают вообще смотреть на мир по-другому. А нам уже нравится такой храм, а не Мгм. такой. То же самое там в промышленном дизайне, то же самое на самом деле в книгах, в том, как они делаются, да, то есть как Мгм. они, ну, как с ними люди взаимодействуют. И мне кажется, и вот сейчас у нас тоже, скорее всего, ждет какой-то перелом. Я думаю, ну, что, ну, как-то по ощущениям движется все так, что вот текущая модель, она вот немножко не то, что вся изжила, но она непонятно, что с ней, ну, как бы происходит. Мгм. Что-то должно снова поменяться. Это может быть даже катастрофическое какое-то изменение, но очевидно, что восприятие изменится, и там дизайна, интерфейса и всего на свете изменится. Вот. И тут соглашусь с тобой полностью. Да, я тоже чувствую этот ветер Я перемен. надеюсь, правда, надеюсь, что это в хорошем смысле будет, а не в Да, плохом. не-не-не. Ну, Вот, но точно это назрело, да. И в этом смысле, кстати, как раз то, о чем ты говоришь, предугадывать тренды, то мгм. есть аналитика, которая смотрит на людей, на какие-то закономерности и выдает какой-то прогноз, мне кажется, очень важно, в том числе и вообще для дизайнера это важно, чтобы вообще понимать, что будет с твоей профессией через какое-то время. То есть тренировать в себе вот это качество, не просто, что я там вот да вот я там сейчас вот в этом тренде стану суперпрофессионалом, это хорошо, Мгм. но стараться еще и немножко там дальше заглядывать. Но на самом деле можно стать профессионалом вот в каком-то конкретном тренде, но только не когда ты к этому относишься как ремесленник, а когда Мгм. ты пытаешься понять, а как этот тренд возник, а почему как бы это стало трендом. Вот, тогда у тебя ты как бы глубже понимаешь тему, и ты уже можешь ей манипулировать по-своему. Вот. Ну, ты как бы кладешь это в свой сосуд через собственный фильтр и можешь выдавать что-то новое. А что в этой ситуации делать джунам, то есть вот людям, которые входят в профессию? Потому что сейчас, видишь, ты говоришь, ну, дизайн, окей, что уже нужно не разделять, да, там бренд, коммуникацию, а, сценарий и так далее, и так далее. То есть, ну, это большой массив, он основывается ну, должен основываться на хорошей базе. То есть, ты должен много всего знать и Мгм. уметь для того, чтобы с этим оперировать.
Что ты посоветуешь джунам, людям, которые входят в профессию, что им делать, с чего начать, как им с этим совсем быть? Но им точно нужно выбрать какую-то узкую сферу, в которую они начнут углубляться, и дальше постепенно расширять. Потому что если если ты ничего не знаешь, это такой, я сейчас изучу много-много всего, и вот с этим приду, скорее всего, ты изучишь это все по верхам. Вот. Лучше именно быть специалистом узким в одной какой-то И в потом одном постепенно, направлении. типа, Да, и еще постепенно наращивать. расти. Да, постепенно наращивать. И да, и вначале тебя там условно привлекут как руки, что вот тебе задание, вот так это должно выглядеть. Ты такой, да, я вот занимаюсь только веб-дизайном. Вот типа рисую сайты. А потом ты постепенно расширяешь такой, а теперь я не только рисую, а еще я на фреймере могу вам собрать. А потом расширяешь как бы еще больше, что а вот теперь не только на фреймере, а теперь могу вам там еще в motion, курсоре потом, там или да, motion, да, еще то есть дальше разработку. куда-то, да, двигаешься. Ну да, такой получается, что нет никакой там серебряной пули, да, то есть условно есть вот этот путь с низов до самого верха. И в этом смысле, конечно, мне кажется, ты не думаешь, что вот ожидания многих дизайнеров отравлены немножко вот этими офферами от курсов и от всего остального, что вы сейчас придете и сразу станете супер-мега звездой, а ты им рисуешь другой путь, ну типа там постепенного роста. Вообще все крутые топовые ребята, с которыми я общаюсь, они вот все эту мысль повторяют, что на самом деле, ребята, попробуйте пройти все с низов. Но ровно, когда ты общаешься с джунами или там смотришь то, как люди продают обучение, всегда все говорят противоположное. Я типа должен залететь прям на самый верх. Они тебе волшебную таблетку продают, Да. понимаешь? Вот. То есть выигрывает, получается, побеждает терпеливый дизайнер. Слушай, я на это смотрю так. У меня, безусловно, ну, как и у любого джуна, был период, когда хотелось славы и денег. Вот. Хотелось быстрее залететь, хотелось быстренько пробежать всю эту дорогу и вот оказаться в дамках, и все, и чтобы тебя уже там, все знали. Вот. Но на самом деле, когда ты даже какую-то высоту берешь, ты все время остаешься ей недоволен. Потому что тогда тебе нужна какая-то другая высота, ты все время себя с кем-то сравниваешь. А тот путь, о котором говорю я, это путь некого просто получения удовольствия от своей профессии. Ты в нее пришел, и ты вот начинаешь в ней разбираться. Как в детстве. Ты начинаешь во что-то играть. И такой, сперва там это построил, железную дорогу, потом у тебя какие-то там вагончики появились и так далее. То есть это скорее больше про то, что ты получаешь от этого удовольствие. И для тебя это не то, что я сейчас сделаю и за это что-то получу, и меня похвалят. Вот. У меня есть девиз по жизни: делай больше, ничего не ожидай. Вот. Это круто. Это круто. Не все, мне кажется, так рассуждают. Вот. Это тоже, с другой стороны, нормально. Кто-то кто-то там избирает чисто карьерный какой-то путь, трек, там рост в карьере, да, то есть вот мне важно делать все, чтобы карьера увеличилась. Не то, чтобы я там становился, что-то менял действительно, а просто вот развитие. Я считаю, что если ты хочешь дорасти до руководителя, именно менеджером стать, так тебе вообще надо не дизайн-скилл развивать, а другие абсолютно скиллы. Управление людьми, Да. планирование. И это опять та самая узкая дорожка, с которой ты начинаешь и дальше расширяешься и расширяешься. Вот у тебя, мне кажется, немножко привилегированное положение. Сейчас я поясню, что имею в виду. То есть многие думают, что поспорят с тобой, с твоими какими-то тезисами. Почему? Смотри, ты находишься, ты так создала себе либо карьеру, либо уникальные какие-то навыки, которые тебе позволяют, с одной стороны, быть независимым человеком и смотреть либо сверху на то, что происходит, либо на индустрию в целом, да, потому что у тебя есть свобода определенная. С другой стороны, ты в силу того, что у тебя высокий уровень компетенции, который признан на рынке, или там на определенной части рынка, тебя приглашают в какие-то проекты действительно на роль человека, который может привнести что-то новое. Как ты сказала, новое мнение, новую идею и так далее, и так далее. Это вообще не у многих дизайнеров есть такая свобода. Будем честны. То есть
либо люди, как бы фрилансеры условно, но их привлекают как руки, ну там, да, или на какую-то часть работы, которую они делают хорошо. Потому что большинство все-таки фрилансеров привлекают закрыть задачу. Да, да. Вот. Либо это люди, сидящие в продукте, да, и у них вот есть, у них там огромный легаси, у них есть огромное там начальство, еще что-то. Они этим там как-то придавлены, они в этом во всем вертятся. Вот. А у тебя такая особая позиция, и она на самом деле интересная, потому что ты вот немножко и внутри, и со стороны. Но это, ну, таких не очень много людей. Не, а ты думаешь, я все это не проходила? Ну, как бы я тоже все это проходила, и более того, как бы, опять же, ты говоришь, что я там построила какую-то, ну, какую-то карьеру или там имя себе, да, но тем не менее в 22 году у меня не было денег даже на билет домой из Тбилиси. Серьезно, ну то есть черный лебедь случился. Вот, ну то есть мне приходилось там занимать у друзей. Вот, и многие люди, дизайнеры, я точно это знаю, выбирают, осознанно выбирают комфорт, но, может быть, где-то там, наступая на горло, вот этому сделать новое. Я понимаю, да. Ну, опять же, у меня были ситуации, когда у меня, ну, настолько не было денег, что на хлеб приходилось как бы брать из копилки. Вот. И, но как бы в начале своего пути я четко себе... но у меня была какая-то прям определенная установка, что я хочу, я не понимаю, куда я хочу идти, но я хочу себя везде попробовать. И я очень легко, быстро меняла работы, мне... Ну, как бы я не задумывала, я просто чувствовала так, вот здесь мне не нравится. Черная метка всё, для типа, HR. Человек быстро меняет работу. Да, меня даже, ну, как бы мне даже один HR сказал, что знаешь, Лена, как таких людей называют? Бегунок. Вот, но, как видишь, это мне не помешало. Вот. Ну, у тебя много внутренней энергии, значит, она тебе позволяет через все это проходить. И Ну, много таланта, потому что талант, он компенсирует такие вещи. Но обычно потому что приходят к человеку за мнением, потому что он действительно очень талантливый. Но опять же, Хвалю тебя. спасибо, но я считаю, что в каждом из нас заложен талант и заложено вот это вот желание проявить себя. Просто вопрос того, а прислушиваемся мы к себе или нет. И условно, когда у меня там в 22-м был сложный период, я продолжала что-то делать. Но как бы и там, когда я ушла из звука, ну, как бы у меня начался как бы немножко другой период в жизни, ребенок, вот, но при этом ребенок меня вообще заставил как бы по-другому посмотреть на то, чем я занимаюсь, потому что я вот как раз к вопросу, а есть ли место для чего-то нового в этом мире с точки зрения дизайна? Вот я открываю там какой-то marketplace и ищу на нем карточки для развития зрения у младенцев. И они все примерно одинаковые. Я думаю, ну что Под копирочку сделано, на самом Да, деле. ну что, я сажусь и рисую эти карточки сама, понимаешь? И дальше, то есть я ловлю этот импульс, который во мне происходит, я это делаю, хотя, ну, безусловно, там это тяжело, когда у тебя только там новорожденный ребенок, там не спишь ночами и так далее. Но я это рисую, затем там It's на Z про это пишут, а потом как бы приходят люди, которые хотят купить патент на это, понимаешь? И ты такой, вау, как круто. А вообще изначально сделала это там для ребенка и для личного пользования. Для себя, да. Вот я, например, недавно, я не знаю, как можно ли это назвать, разработала приложение, ну, короче, сделала приложение с чатом GPT для того, чтобы отслеживать, ну, как трекер кормления ребенка, потому что не могла найти подходящее приложение. Все, вот, оно у меня на телефоне, оно работает. Да, мы там с чатом GPT ругались, плакали, но мы сделали это. Вот, есть даже виджет. Класс. Все. Можно скачать его в сторе? Или в сторе пока нет, пока на TestFly. Ну ладно, окей. Ну ссылочку, вот. Если там будет какая-то, будет, да. Наверное, здорово. Ну то есть, я не знаю, вот это я тоже сделала. Это, мне кажется, вот это другой момент. Вот ты сейчас, когда начала про это говорить, то мне кажется, это как раз другой ракурс. Потому что одно дело, ты смотришь, приходишь, как бы тебя зовут в какой-то бизнес, и ты там что-то там говоришь, какое-то мнение, а другое дело,
когда ты действительно сам видишь какие-то несовершенства и пытаешься что-то поменять. Вот, это, конечно, требует внутренней энергии много достаточно, да, но это, мне кажется, и отличает людей, которые вот что-то там двигают, от просто тех, кто вот там осознанно выбрал пенсию в каком-то месте. Но я тут, видишь, я тут скорее про то, что... Я-то за развитие как раз. Да, я просто скорее про то, что вот я делаю какие-то... Эти вещи, которые я делаю, которые я продолжаю делать, они и обращают внимание на меня. Да. То есть, если бы я такая сидела бы, ну все, я построила себе карьеру, ну приходите, зовите меня везде. Да, люди не думают о тебе. Не думают о тебе. Они думают о себе самих. И когда у них возникает потребность в том, что им нужно закрыть какую-то должность или какую-то позицию, что они делают? Они просто вспоминают первых людей, которые им там где-то мелькали. Где-то мелькали, конечно, да. Как это, есть даже этот мем, типа, если у вас плохо покупают, значит, вы ее, не будем говорить это слово, да. Да, так и есть, да. То есть люди помнят тех, кто запомнился чем-то. Да. Но при этом или выделился на каком-то Да, фоне. но при этом, если ты будешь сидеть и делать что-то, условно, чтобы тебя заметили, вот это будет твоей самоцелью, тебя, скорее всего, либо тебе очень много нужно будет потратить на это. Я, честно говоря, не знаю, как это работает. Я просто знаю, что это плохая история, которая тебя высасывает. Вот, и совершенно другое, когда ты находишь то, что тебе интересно, и такой, а сделаю-ка я, концепт для этого, или я подумаю об этом. И знаешь, я верю в энергию, и вот в эту энергию, с которой мы публикуем каждый наш пост. То есть ты можешь вообще ничего не писать, но потом ты опубликуешь то, что ты сделал, и в то, во что ты вложил много сил, и это увидит большое количество людей. А человек, который там постит каждый день, у него какие-то стабильные охваты, но вот такого какого-то всплеска может не быть. И опять же, вот этого черного лебедя. Как с карточками. Сколько этих развивающихся карточек? Да, сколько проектов там на Behance? Это же нужно еще заметить. Ты еще просто видишь, ты была внутри этой ситуации, ты понимала, что нужно сделать на самом деле, а не просто я сейчас что-то нарисую, да? Слушай, ты сказала, что у нас чуть-чуть еще осталось времени, ты сказала, что будущее пугает. Вообще, как ты думаешь, сейчас, смотри, мне кажется, что история о том, что человек – это некий механизм, которым можно управлять, манипулировать и делать с ним все, что хочешь, условно говоря, она, мне кажется, вступила в новую эру, потому что искусственный интеллект, условно, он может настолько много всего считать одновременно и предугадывать, да, что можно манипулировать прекрасным человеком с помощью слов, цифр, букв, всего на свете. Вот. И есть ли вот в этой новой эре вообще место для творца-дизайнера? Или уже речь об этом не идет, а цифра, она все сделает для бизнеса, все сделает за тебя. Да, для бизнеса все сделает за тебя, но ручной труд, он всегда, во все времена, какая бы промышленная революция ни происходила, он всегда остается в цене. Это всегда очень высоко ценится. Поэтому я считаю, что это либо ты классный ремесленник, либо у тебя взгляд на вещи какой-то некий другой. Уникальный. Да, и это всегда будет цениться. То есть ответ для ребят, которые переживают за свою работу, в том числе это развивайте уникальный взгляд, да, и мышление. делайте что-то, какой-то крутой крафт, который сложно повторить. Да, слушайте себя и окружающий мир, смотрите вокруг. Спасибо, мне кажется, хорошее завершение нашего разговора. Я очень рад, что ты пришла. Мы с тобой общались в Фейсбуке, еще где-то, развиртуализировались, это очень круто. Приятно было тебя послушать. Я надеюсь, мы еще увидимся где-нибудь на митапах или еще где-нибудь. Да, спасибо, Саш.